Считается, что выйти замуж для галочки – это плохо. Как будто, когда девушка, например, спешит скорее выйти замуж, вот потому что подружки выходят, потому что пугают, что скоро останешься в старых девах, потому что очень хочется попробовать этот опыт. И тогда она как будто бы хватается от желания именно выйти замуж за какого-то человека, то как будто это плохая мотивация. И такие семьи потом чаще распадаются. Вы тоже придерживаетесь такого мнения? Давайте вместе с вами в этом коротком видео посмотрим на эту ситуацию глубже. А правда ли так важна мотивация, с которой люди выходят замуж? И так ли сильно она влияет на то, закончится ли этот брак разводом? Или можно и выйдя замуж для галочки, построить крепкие и счастливые отношения? В этом видео я покажу вам преимущество такой мотивации, потому что плюсы можно найти абсолютно во всем. Даже в браке, который изначально создан для галочки. Этим видео я хочу показать вам, что в любых проблемных ситуациях можно расшириться и широким кругозором увидеть много вещей, на которые можно опираться как на опоры, как на то, что помогает достичь нужного результата. Ведь когда люди выходят замуж, они же изначально ставят себе задачу построить счастливые отношения, правда? Я психолог Наталья Корнеева. Вы на канале, который посвящен именно теме отношений. Поэтому подписывайтесь, если эта тема вам интересна. Ставьте лайк, чтобы поддержать мое видео. И поехали разбирать глубоко и детально. Итак, первое преимущество, которое я хочу выделить у такой девушки, которая выходит замуж изначально как бы для галочки. Эта девушка заранее представляет себе, что ей придется столкнуться с бытом. Да, она продумывает, ведь она хочет именно этого. Она представляет, как они будут вместе ужинать. Она представляет, как она эти ужины будет как-то ему организовывать, готовить или где-то находить их, не знаю, по ресторанам, доставкам или отделам готовой еды в супермаркетах. Она представляет себя в роли жены. Значит, такой человек, вероятно, будет более предан изначально отношениям, чем девушка, которая скажет: ты знаешь, вообще-то я за тебя замуж не сильно-то хотела, просто была очень сильно влюблена. Второе, на что хочу обратить внимание. Смотрите, а ведь наши бабушки и наши мамы зачастую тоже выходили замуж для галочки. Большинство из них. Почему? Потому что в обществе было принято: если вы поцеловались, надо жениться. Если ты влюбился, надо что сделать? Жениться. Общество целиком толкало людей вот в эти браки для галочки, потому что так принято. И что? Все они распадались? Нет, раньше браки были более крепкими. Статистика разводов была меньше, чем сейчас. Это не значит, что раньше браки были более счастливыми. Я, например, лично сторонник мысли, идеи, что мы сейчас наоборот идем к улучшению и развитию даже в сфере отношений, даже несмотря на то, что разводов стало больше. Люди не согласны уже на меньшее, и это значит, что те люди, которые готовы развиваться, они научатся строить отношения по-новому. Кстати, если вы хотите пройти бесплатно первый модуль моего курса про отношения, просто внизу зарегистрируйтесь в форме, и как только он выйдет, мы пришлем вам предложение. Платить за это ничего не нужно. Первая часть бесплатная. Попробуйте. Возможно, это именно то, что вам поможет. Поэтому раньше для галочки выходили замуж практически все, но как крепко жили, значит, может быть, не в этой-то галочке проблема? Но одновременно с плюсами я хочу показать минус. Конечно же, девушка, которая выходит замуж для галочки, она видит мужчину как некий образ. И за этим образом она не видит именно вот этого, единственного, вот такого, с его плюсами и минусами. Нет, она видит некую... Знаете, мне очень нравится такое сравнение. Иногда ставят стенды. Я видела, например, Олю Бузову, так где-то в фильме показывали, забавно. Это картон, да, вырезанный силуэт какой-то известной там знаменитости. Это картонка. Вроде выглядит похоже, но картонка, она не живая. И, конечно же, девушка, которая выходит замуж для галочки, она видит некую картонку, иллюзию. И, конечно же, такой девушке будет сложнее адаптироваться к недостаткам своего партнера. Сложнее найти способ, как с этими недостатками уживаться
как принимать его таким, какой он есть. Потому что, выходя замуж, обычно этих недостатков не видят, и особенно их не видят те, кто выходит замуж, потому что очень хочется именно замуж. И второй недостаток, ну так уж для баланса, да, 2 плюса, 2 минуса, что есть некая иллюзия ожидания. Вот замуж выйду, получу какие-то бонусы. Ну, например, на меня будут смотреть как на жену, а не на свободную девушку. Что я какая-то определившаяся там, да. Ну, какие-то каждый ищет для себя плюсы в этом. И человек не ожидает минусов, с которыми он столкнется. Где-то уже ограничивается свобода. Совместная жизнь отличается от жизни в одиночку. И если вы замужем, вы точно понимаете, о чем я говорю. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, что кардинально изменилось в вашей жизни после того, как вы стали жить с мужчиной. Что для вас было самым-самым сложным, когда вы вышли замуж? С чем было сложнее всего научиться жить по-новому? А если вам это видео показалось интересным, если вы досмотрели его до конца, обязательно поставьте лайк, подписывайтесь на канал и до встречи в следующих видео.